Привет, Арми. Интернет действительно никогда не спит. Каждую секунду миллионы изображений загружаются, распространяются, получают лайки и забываются. Тренды возникают и исчезают за считанные минуты. Внимание переключается быстрее, чем когда-либо. И все же время от времени происходит что-то, что ощущается иначе. Что-то настолько простое, настолько тихое, что вместо того, чтобы быть заглушенным шумом, оно полностью его подавляет. И в то конкретное утро онлайн-мир сделал именно это. Он замер. Не из-за сенсационных новостей. Не из-за скандала. Не из-за громкого объявления, тизера к возвращению или рекламной кампании люксового бренда. Он замер ради одного обычного изображения. Изображение, которое никто не ожидал, что оно будет иметь такое значение. Оно не было сделано на концертной сцене, заполненной кричащими фанатами. Оно не было снято при драматическом освещении или стилизовано с помощью дорогостоящих эффектов. За ним не стояли миллионы долларов, не было запланированного сюжета, не было рекламного замысла. Вместо этого получился спонтанный портрет Ким Тэ-хёна из BTS, портрет, раскрывший самую человечную сторону мировой суперзвезды. На фотографии Тэ-хён несет на плече маленького ребенка, крепко спящего. Лицо ребенка расслабленное, спокойное, он совершенно не замечает окружающего мира. Поза Тэ-хёна осторожная, защитная. Выражение его лица спокойное. Нежное. Почти хрупкое в своей искренности. Он не позирует. Он не играет. Он просто присутствует. Нет никаких драматических ракурсов. Нет искусственного освещения. Нет попыток произвести впечатление. И все же именно эта простота заставила изображение взорваться по всему миру и тронуть миллионы сердец так, как это редко удается другим фотографиям знаменитостей. В течение нескольких часов фотография распространилась по множеству социальных сетей. Твиттер, Инстаграм, Уиба, онлайн-форумы и закрытые групповые чаты были завалены репостами и эмоциональными реакциями. Имя Тэ-хёна мгновенно взлетело на вершину мировых трендов, преодолев языковые барьеры и региональные различия. Хэштеги, такие как решетка Таянгитхбабы и решетка Таянгтхигентликинг, за менее чем 24 часа набрали более 50 миллионов упоминаний. Но это был не просто очередной вирусный момент. Происходило нечто более глубокое. Нечто, что нельзя объяснить одной лишь силой фандома. Что сделало этот момент необычным, так это разнообразие людей, отреагировавших на него. Разговор не ограничился кругами ARMY. К нему присоединились родители, педагоги, детские психологи, культурные комментаторы и эксперты по брендингу. Многие описывали фотографию как редкое проявление человеческой теплоты в современной индустрии развлечений, часто доминируемой совершенством, дистанцией и тщательно выстроенными образами. Колумнист из The Korea Herald написал, что фотография вовсе не о статусе знаменитости. Она о сочувствии, о безопасности, о доверии. В один единственный, ничем не сдерживаемый момент Ким Тэ-хён стер невидимую стену между мировой суперзвездой и обычными людьми. И с этого момента что-то изменилось. Долгие годы Тэ-хён был признан визуальной иконой. Мировой музой моды. Лицом люксовых брендов и высококлассных фотосессий. Его образ всегда ассоциировался с элегантностью, харизмой и художественной выразительностью. Но эта фотография раскрыла другую грань, ту, которая произвела гораздо более глубокое впечатление. Она показала Тэ-хёна не только как красивого и харизматичного человека, но и как теплого, защищающего, сострадательного человека, способного мягко удерживать власть. Это сочетание оказалось невероятно мощным. Маркетоаналитики в Сеуле быстро начали обсуждать эффект. Многие открыто заявляли, что эмоциональная подлинность, подобная этой, имеет гораздо большую ценность, чем рекламные кампании, планируемые месяцами или даже годами. Потому что этот образ не был создан. Он был увиден. Публика не почувствовала, что ей продают историю.
Они почувствовали, что им позволили увидеть правду. А в цифровую эпоху честность – самая дорогая валюта из всех. Бренды отреагировали довольно быстро. Начали распространяться сообщения о том, что компании по производству детской одежды, товаров для дома и туристические фирмы выстраиваются в очередь, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве. Инсайдеры утверждали, что всего за 2 дня после того, как изображение стало вирусным, 3 мировых бренда подали предложение на общую сумму более $15 миллионов США. Подтверждено это официально или нет, но послание было ясным. Ценность Ким Тэ-хёна как рекламного лица вышла на новый уровень. Он перестал быть просто послом роскоши. Он стал эмоциональным символом. Это укрепило его позицию как одной из самых влиятельных фигур в рекламной сфере не только в поп, но и в мировой индустрии развлечений. Что сделало этот момент еще более примечательным, так это реакция нефанатов. Публичные личности, которые раньше редко комментировали BTS, начали делиться изображением с подписями, полными восхищения. Некоторые назвали это самым человечным образом суперзвезды в этом столетии. В Японии родительские сообщества восприняли этот момент как символ идеальной современной фигуры отца. Они высоко оценили то, как Тэ-хён одним тихим жестом продемонстрировал ответственность и маленькость и защита без доминирования. Южнокорейские культурные обозреватели позже дали этому феномену название «Эффект Тэ-хёна 2026». Не только из-за его влияния на индустрию развлечений и маркетинг, но и потому, что он установил новый стандарт того, как знаменитости могут выстраивать эмоциональные связи с публикой. Фотография незаметно изменила то, как бренды оценивают ценность звезды. Одной лишь визуальной привлекательности уже было недостаточно. Искренность, теплота и эмоциональная близость стали новым золотым стандартом. Примерно в это время многие вспомнили комментарий Пак Саджуна, близкого друга Тэ-хёна, который вскользь назвал его королем. Этот титул внезапно стал восприниматься иначе. Не из-за власти, не из-за богатства, а из-за влияния, основанного на эмпатии. Тэ-хён не правит громким голосом. Он не привлекает внимание шокирующими или зрелищными вещами. Он руководит благодаря подлинности. Это форма харизмы, которую нельзя произвести искусственно. Ее нельзя научить. И ее трудно имитировать. Западные СМИ вскоре обратили на это внимание. Американский Vogue, британский GQ и The Guardian опубликовали специальные статьи, анализирующие этот момент. Они подчеркнули, как Тэ-хён органично сочетает образ мировой суперзвезды с глубоко укоренившейся человечной личностью. Vogue написал фразу, которая вскоре стала вирусной. «Истинная харизма не исходит из роскоши. Она исходит из подлинности». Эта цитата быстро распространилась, еще больше укрепив образ Тэ-хёна как символа искренности в современной индустрии развлечений. Эксперты по цифровому маркетингу прогнозируют, что влияние этого единственного образа сохранится на долгие годы. Это не только увеличит вовлеченность Тэ-хёна в социальных сетях, но и значительно расширит его аудиторию. Теперь им восхищаются не только молодые поклонники, но и молодые семьи, домохозяйки и люди, которые раньше вообще не имели отношения к поп. Бренды уже начали корректировать свои рекламные стратегии. От рекламы парфюмерии до детской моды многие бренды все чаще обращаются к темам тепла, эмоциональной безопасности и подлинной близости, вдохновленные атмосферой этой фотографии. Некоторые аналитики даже предполагают, что один только этот момент может увеличить рыночную стоимость HYB и Entertainment на миллиарды долларов, чему способствует всплеск запросов на сотрудничество, связанных с Тэ-хёном. Это знаменует собой начало того, что эксперты сейчас называют эрой эмоционального капитала в брендинге, когда чувства, доверие и эмпатия важнее зрелищности. Поклонники по всему миру отреагировали с огромными эмоциями. Тысячи сообщений и писем заполонили социальные сети. Многие выражали гордость не за успех Тэ-хёна, а за его человечность. Фанатка из Бразилии написала: «Он очаровывает не одним своим лицом. Он очаровывает своим сердцем». Многие считают, что этот момент никогда не планировался как рекламная стратегия.
И именно поэтому его воздействие ощущается так сильно. В индустрии, которую часто критикуют за искусственно созданные образы и тщательно выстроенные сюжеты, эта фотография казалась оазисом честности. Она излучала безопасность. Она излучала тепло. Она излучала то, чего люди даже не осознавали, что жаждут. 2026 год уже начали называть некоторые комментаторы годом теплого образа Тэхёна, когда им восхищаются не только как визуальной иконой, но и как символом всеобщего сострадания. Эксперты в области общественной психологии добавили еще один слой к анализу. Они предположили, что массовый отклик был вызван не только известностью Тэхёна. Его спокойное, защитное выражение лица вызвало чувство коллективной безопасности. На международных форумах изображение анализировалось как олицетворение исцеляющей мужественности, зрелой силы, которая является нежной, защищающей, но не контролирующей, эмпатичной, но не агрессивной. Известный корейский бренд-стратег заявил, что подобные изображения не теряют своей ценности со временем. Они ее приобретают. Потому что публика помнит эти моменты как реальные события, а не как спланированные рекламные кампании. Вскоре после того, как фотография стала вирусной, несколько ориентированных на семью брендов, как сообщается, изменили свои концепции, отказавшись от роскоши в пользу историй о близости и тепле. Больше всего выделялась реакция со стороны поколений, не связанных с К-поп. Многие молодые родители Европы и Америки описывали Тэхёна как безопасную и позитивную фигуру, на которую могут равняться их дети, крайне редкая форма признания для мирового кумира. Наблюдатели за поп-культурой теперь называют этот момент поворотным в карьере Тэхёна. Он стал фигурой, объединяющей разные поколения, принятой за пределами фандома. Даже страховые компании и бренды товаров для дома, как сообщается, начали рассматривать его в качестве лица своих рекламных кампаний. И все это благодаря одному тихому изображению. Многие считают, что эта фотография запомнится как один из самых знаковых моментов в истории корейской поп-культуры, не из-за роскоши, противоречий или зрелищности, а из-за ее трогательной простоты. В эпоху, когда подлинность считается самым ценным активом, Ким Тэхён доказал, что эмпатия – это настоящая сила. Не говоря ни слова. Слово. Без речи. Без стремления привлечь к себе внимание. Он передал нечто более сильное, чем 1000 интервью. И, возможно, именно поэтому Пак Саджун называет его королем. Потому что Ким Тэхён не просто задает тренды. Он покоряет сердце миллионов людей по всему миру.